Темп жизни современного человека непрерывно ускоряется. Ни один день не стал исключением до сих пор. Таковым не станет и день завтрашний. С каждым днем происходит не только неумолимое ускорение жизненных процессов, меняется сама логика организации научно-технического устройства человеческой среды. Причина этого — эволюция. Эволюция человека, его взглядов, идей, технологий, возможностей. Одной из самых актуальных технологий современной строительной отрасли является информационное моделирование. Оно позволяет перейти на совершенно новый уровень восприятия и оценки процессов, протекающих в среде проектирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры. Мы заметили, что многие пользователи сталкиваются с проблемой гибкого ориентирования в среде информационного моделирования. Процессы поиска, анализа и работы с объектами не всегда прозрачны и удобны для конечного пользователя. Однако ничто не стоит на месте. С технологией развиваются и инструменты работы в ней. На основе практического опыта нами были разработаны новые навигационные инструменты для работы в трехмерной среде. На примере абстрактной модели демонстрируется, что поиск любого элемента более не является проблемой и осуществляется за счет ввода его идентификатора в ID-поисковик, что приводит к автоматическому выбору искомого объекта. Это касается выбора как отдельного компонента модели, так и целого массива по их идентификаторам. Также появилась возможность использовать фильтры выбора. Основное отличие этого инструмента от поиска по идентификатору заключается в том, что выбор осуществляется по заданным критериям, или, говоря простым языком, условиям выбора. Для облегчения анализа проектных решений в инструментарий добавлена возможность объемной подрезки как отдельного элемента, так и целого массива компонентов модели. Это позволяет получать трехмерный вид изучаемого участка, что в значительной степени упрощает работу с ним. Помимо этого, появилась возможность автоматического создания ортогональных проекций искомых элементов как в плане, так и в разрезе. С помощью этого инструмента происходит формирование сечения с фокусировкой на требуемом элементе. И вот теперь, вооружившись необходимым инструментарием, можно приступать к изучению практического опыта использования BIM-технологии на этапе проектирования. В качестве примера взят объект, находящийся по следующему адресу: Солнечная система, планета Земля, Северное полушарие, Россия, город Москва. Это многофункциональный комплекс китайского делового центра Парк Хуамин в районе станции метро Ботанический сад. Высокая сложность самого объекта с точки зрения конструктивных, архитектурных, технологических, а также инженерных задач определила необходимость реализации этого проекта в среде информационного моделирования, где в первую очередь была обозначена главная цель — создание комфортной среды проектирования для специалистов с перспективой использования заложенного в модель потенциала при возведении объекта. Потенциал проектирования в среде информационного моделирования заключается в широкой палитре инструментов, ориентированных на решение задач общепринятой практики. Концептуальное проектирование в этой среде уже на самых ранних стадиях задает начало новому объекту как основе будущей базы данных. Это дает возможность, наряду с объемно-пространственной лепкой формы здания, автоматически получать первичные характеристики его энергоэффективности и технико-экономические показатели. Площади этажей, строительный объем и площадь застройки становятся доступны для анализа на самых ранних этапах, что в комбинации с инструментами вариантного проектирования ускоряет процесс выбора оптимального решения. В основу методики проектирования этого здания лег традиционный принцип функционального зонирования. При этом, поскольку практически любое здание — это массив пространств, ограниченных конструкциями, то характеристики каждой такой конструкции возможно определять, исходя из функции помещения, ограниченного ими. В среде информационного моделирования такое понятие, как пространство или помещение, представлено объектом со своими характеристиками, которые можно разбить на 5 принципиальных групп. Пространственные, определяющие местоположение в проекте,
функциональные, определяющие его назначение, группа индивидуальных характеристик, а также характеристики специальные и количественные. С помощью программного модуля Miracat нашей команде удалось создать директивную базу данных на функциональный состав всех помещений. Это, в свою очередь, позволило обеспечить централизацию управления данными и возможность гибкого снятия информации любой сложности. При этом данный подход позволил полностью автоматизировать маркировочную идентификацию всех помещений. Далее информация из этой базы данных была использована для эффективного анализа конструкций, зависимых от этих помещений. Стены и перегородки, отделка, заполнение проемов, оборудование и так далее, проще говоря, все то, что на сегодняшний день отнимает значительную часть времени на выпуске документации за счет довольно большого количества рутинных операций. Теперь настало время познакомиться с понятием стратегии модельных объемов. Это процесс организации проектных работ в течение всего цикла моделирования с четко сформированным планом действий по разбивке модели на составляющие, начиная с этапа концепции и до выдачи модели заказчику. На организацию этого процесса принципиально влияет количество разрабатываемых разделов, состав привлекаемых участников и схема распределения человеческих и технических ресурсов. Результат такой разбивки можно представить в виде ситуационной схемы, отображающей все сегменты модели. Данная схема является основным навигационным документом стратегии модельных объемов проекта и предназначена для всех участников проектирования в среде информационного моделирования. Однако, чтобы представить всю сложность стратегии модельных объемов с учетом основных нюансов организации проекта, нам потребуется демонстрация ее трехмерной модели. Данная схема, помимо основных сегментов, отображает подключение к ним всего числа участников, а также инфраструктурный участок проектных работ. Если не учитывать этот принципиальный участок схемы при организации работ в среде информационного моделирования, то в большинстве случаев это приводит к сокращению работ в 3D с переходом в лучшем случае на комбинированный метод разработки документации или полностью попадает под безжалостный каток инерции инструментов традиционного проектирования. Такая неотъемлемая составляющая информационного моделирования, как время, также является частью базы данных модели. Учитывая этот фактор в процессе проектирования, разработчик получает возможность визуализации процесса возведения как всего здания, так и его фрагментов. Это позволяет усовершенствовать процесс проектных работ, выявить все допущенные несоответствия и синхронизировать процессы монтажа элементов разных разделов с учетом нюансов. На экране мы видим процесс симуляции этапов возведения нулевого цикла с учетом временных конструкций, на основании которого производился выпуск рабочей документации этой части здания. Таким образом, использование новой технологии наглядно демонстрирует возможности виртуальной симуляции для сложных проектных решений с учетом этапов их реализации. Понятие уровня детализации модели, как в графическом, так и в информационном аспекте, уже достаточно прочно вошло в реальную практику. Под этим термином понимается набор характеристик элементов модели, непосредственно влияющих на трудоемкость процесса ее разработки. На данном проекте уровень детализации имел плавающее значение от 300 до 400 единиц. Степень проработки демонстрируем на примере раздела «Несущие конструкции», где детализация отрабатывалась полностью в трехмерной среде. В частности, это касается как металлических конструкций, так и армирования. В силу сложности объекта, больших объемов и ограничения технических ресурсов была принята следующая методика. Конструктивная модель здания формировалась из двух параллельно существующих объемов – координационного и рабочего. Координационный представлял собой модель опалубочной геометрии и являлся связующим между собственным разделом конструкций и смежными – архитектурой, технологией и разделами инженерных систем. Модель трехмерного армирования имела определение «рабочий». При этом ее количественный и качественный состав, а также принцип разбивки на сегменты определялся составом получаемой проектной документации.
где она разделялась на альбомы и, в свою очередь, через мониторинг была связана с координационной геометрией для обеспечения взаимной увязки всех проектных решений. Это в очередной раз доказывает, что документация является лишь производной от модельной составляющей, где сама модель рассматривается единственным источником всех графических и информационных данных. Также нам хотелось бы отметить наиболее интересные разработки с использованием программной оптимизации Miracat, примененные на проекте командой BIM-сопровождения. Это возможности автоматизации, которые при ранее существовавших инструментах проектирования реализовать было попросту невозможно. Речь идет о таком понятии, как альтернативная геометрия. Эта технология позволяет на модельном уровне создавать данные, которые до сих пор носили условный или аналитический характер. На проекте эта технология была реализована в двух принципиальных направлениях. Передача данных — это процесс обмена данными между отдельными объектами модели и условными областями, в которые они заключены. Суть процесса заключается в формировании в модели условной области, которая учитывает состав объектов, находящихся внутри нее. Это позволяет производить подсчет сгруппированных данных по конкретным участкам модели с минимальным участием человека. Генерация геометрии — это формирование в модели альтернативных геометрических тел на основе различных алгоритмов. В качестве примеров реализации можно указать технологию деления объектов на строительные захватки с разбивкой цельной геометрии на составные части, соответствующей геометрии этих захваток. При этом оригинальная геометрия остается в исходном состоянии. Метод формирования заданий на отверстия — это процесс генерации элементов заданий в местах пересечения инженерных сетей с вертикальными и горизонтальными конструкциями. А также инструментарий формирования отделочных поверхностей — это автоматизированный процесс генерации геометрии отделки, включая лакокрасочные и обмазочные поверхности. Не меньший интерес сегодня представляет такое направление, как симуляторы строительных решений. Необходимость использования этого инструмента с каждым днем становится все более очевидна. Процесс выявления и устранения проектных ошибок в симуляторе, а вот, кстати, и одна из них, внешне напоминает игру, но, конечно же, таковым не является. Основная задача симулятора — предоставить проектировщику возможность виртуального просмотра проектной модели и заложенных в ней решений. Хорошей демонстрацией может служить визуальный контроль взаимной увязки решений сводного плана инженерных систем с общестроительной частью здания. Однако стоит отметить, что использование этой технологии требует определенных усилий по формированию и соблюдению ряда правил организации работ, включая стратегию модельных объемов. Для этого модель разбивается на составляющие ее сегменты, размеры и количество которых диктуются следующими критериями. Это принципиальная логика объемно-пространственной и функциональной структуры здания. Это аппаратные мощности компьютера, обеспечивающие комфортную работу с каждым сегментом модели, а также структура захваток строительно-монтажных работ. Как вариант, показана поэтажная разбивка проектной модели. Как правило, оптимальное решение для разбивки заключается в комбинации всех вышеперечисленных критериев в индивидуальной пропорции. В результате получаем набор сегментов модели с возможностью их постоянной актуализации. Данные сегменты представляют собой цифровые аналоги участков здания и обеспечивают всех участников процесса, как самих проектировщиков, так и службы заказчика и стройплощадки, актуальными данными и возможностью виртуального перемещения в каждом из них. Поскольку на сегодняшний день чертеж по-прежнему остается основным документом, фиксирующим проектное решение, в ряде симуляторов помимо виртуального пространства предусматривается полноценная возможность анализа 2D-данных, вернее чертежей, полученных с этой же модели. Возможность наглядного совмещения в конечном продукте самой модели и полученных с нее чертежей со всей уверенностью можно назвать удачным решением взаимного дополнения 3D и 2D сред. Такое решение позволяет создать проектную продукцию нового поколения, где модель уже в полном смысле является базой данных проекта и позволяет оперировать информацией практически любого типа. Данный подход, по сути, дает жизнь новому формату продукции, который обладает интуитивным интерфейсом, не требующим специальных навыков, и вместе с тем позволяет оперировать компонентами проекта на уровне их графического отображения. Например,
возможность управления видимостью отдельных составляющих фрагмента. Или применение фильтров графики, которые позволяют настроить цветовую дифференциацию всех составляющих модели для удобства их восприятия. Далее все становится очевидно. Своевременно разработанная модель и полученная с нее документация позволяют любому участнику работ владеть актуальной информацией как в традиционном формате, так и с мгновенной 3D-навигацией к конкретному участку модели для его анализа в объеме. Говоря простым языком, это означает, что симулятор с загруженными чертежами, полностью ассоциированными с моделью, позволяет любому специалисту в короткие сроки разобраться с его управлением, обеспечить себе возможность абсолютного ориентирования в любой проектной ситуации и способствовать визуальной проверке проектных решений с учетом пространственного распределения элементов здания. Для этого большинство симуляторов комплектуются специальным инструментарием, включая чтение свойств любого элемента модели, инструменты совместной работы, такие как чат и комментирование с объектной привязкой, возможность формирования 3D-сечений в модели по любой указанной пользователем ситуации, инструменты измерения расстояния между интересующими пользователя точками или поверхностями непосредственно в пространстве модели. Представленный тип симуляторов ориентирован на внутреннюю работу проектировщиков и их взаимодействие со службами заказчика и стройплощадки. Однако на сегодняшний день существуют еще и симуляторы визуализации в реальном времени. Назначение таких симуляторов – обеспечить результирующий вид здания с учетом примененных материалов и условий искусственного и естественного освещения. Симуляторы визуализации позволяют обеспечивать просмотр моделей как в режиме анимации с помощью классического рендера, так и в режиме реального времени, что обеспечивает им безусловное преимущество с точки зрения скорости и интерактивности воспроизведения изображения. При этом качество и убедительность визуализации достигается также за счет правильно организованной работы с моделью, где данные, закладываемые в объекты, должны способствовать получению качественного результата. Речь идет об изначальной настройке реалистичных материалов с учетом их визуальных и физических характеристик. Основная задача симуляторов визуализации – помочь разработчику и заказчику убедиться в верности принятых ими технических решений в контексте эстетики и эргономичности. Такой подход, по сути, избавляет от страха трудностей, связанных с фактической реализацией сложных и неоднозначных проектных решений. Парк Хуамин не является исключением. Он также имеет участки, насыщенные решениями, требующими особого внимания. В качестве примера хотелось бы привести довольно сложный и неоднозначный спектр работ по интегрированию в архитектурный облик здания систем обслуживания фасадов, где в силу сложности кровли, ее конструкции и технологических особенностей оборудования, использование симулятора позволило уточнить ряд принятых решений за счет сформированной им реалистичной картины. Стоит еще раз сделать акцент на интерактивности данных способов визуализации проекта, что в первую очередь обеспечивает экономию трудозатрат, а возможность одновременного использования симуляторов в сочетании с программами моделирования позволяет приходить к более выверенным и однозначным решениям, снижая при этом количество дополнительных чертежей и совещаний. Следует отметить, что описанная работа была бы невозможна без соответствующей инфраструктуры. А это корпоративный регламент организации, унифицированная файловая структура на каждый проект, техническое задание на BIM-проект, типизированные процедуры сотрудничества, методические пособия и система обучения, ресурсная база, модуль программирования и сектор технического сопровождения. В свою очередь, развитие инфраструктуры при правильном системном подходе позволяет запустить совершенно новые оптимизирующие процессы, такие как формирование общей среды взаимодействия для всех специалистов, создание и развитие корпоративных правил ведения работ, разработка программной оптимизации и систематизированное накопление объемной элементной базы. Все, что было показано в данной презентации, является лишь сегментом технологии информационного моделирования, где нами был затронут сектор проектирования и небольшая часть методов работы со стройплощадкой. На схеме жизненного цикла BIM-процессов хорошо видно, что представленный материал — это всего лишь часть растущего потенциала технологии. Ведь на сегодняшний день в мировой практике уже не менее технологичными являются сектора стройплощадки, авторского надзора, а также эксплуатации. И нужно понимать, что дальнейшая жизнь вашей модели напрямую зависит от того, насколько качественно и логично вы соберете воедино модель и ее базу данных.